Ким Тэ-хён снова оказался в центре внимания, когда новости о его поездке в Париж на показ мод Серлин «Весна Сэлдж лето 2026» начали циркулировать в социальных сетях и международных новостных агентствах. Тэ-хён и Селин давно тесно связаны, не только как неофициальные послы бренда, но и как фигуры, которые стали частью эстетического образа бренда, элегантные, утонченные и источающие таинственное очарование, которое не поддается описанию. С раннего утра аэропорт Инчхон был уже более оживленным, чем обычно. Камеры, журналисты и поклонники со всей страны с нетерпением собрались, желая стать свидетелями отъезда мировой звезды. Несмотря на то, что Тэ-хён привык к всеобщему вниманию, он все еще излучал характерное спокойствие, спокойную ауру, которая, казалось, успокаивала суету вокруг него. В своем фирменно-минималистичном, но изысканном стиле Тэ-хён медленно направился в зону вылета. На этот раз его образ действительно затмил всех. Он был одет в черную кожаную куртку с фирменным острым кроем Серлин, в сочетании с темно-серыми брюками и блестящими кожаными ботинками. Его волосы были аккуратно уложены в слегка небрежном стиле, подчеркивая его естественное, но харизматичное обаяние. Пока он шел, его нежный взгляд скользил по толпе поклонников, а его легкой улыбки, казалось, было достаточно, чтобы согреть весь аэропорт. Поклонники, или ARMY, скандировали его имя, в то время как камеры различных СМИ спешили запечатлеть каждый его шаг. Многие несли баннеры с надписями поддержки, фотографиями и даже маленькими цветами, брошенными в его сторону. Но, как обычно, Тэ-хён сохранял свою вежливую и элегантную манеру поведения. Он ответил на помахивание искренней улыбкой, не просто жестом, а настоящим сиянием благодарности. Целью его поездки на этот раз было не просто посещение модного мероприятия. Серлин известен как модный дом, с которым у Тэ-хёна давние личные отношения. Эдди Слиман, креативный директор Серлин, однажды даже похвалил уникальное художественное чутье и стиль Тэ-хёна, назвав его современной иконой с классической аурой. Ранее, как на официальных мероприятиях, так и на фотосессиях, Тэ-хёну всегда удавалось излучать энергию, благодаря которой Селин казалась живой, словно одежда была создана специально для него. Многие предсказывают, что появление Тэ-хёна в Париже в этот раз привнесет новый штрих в показ Серлин «Весна-лето» 2026. В этом году, как сообщается, Серлин представляет тему «Светлый бунт», концепцию, подчеркивающую свободу, свет и индивидуальность, все то, что тесно связано с личностью Тэ-хёна. Неудивительно, что его присутствие символизирует дух коллекции – элегантный, свободный, но при этом наполненный смыслом. По прибытии в Париж Тэ-хён планирует посетить показ Серлин, который пройдет в одном из исторических зданий в центре города, где классическая архитектура сочетается с очаровательной современной атмосферой. Париж всегда занимал особое место в сердце Тэ-хёна. Он говорил, что этот город вдохновляет его на искусство, любовь и красоту. Он часто говорит о своем восхищении романтической и самобытной атмосферой Парижа, что очень созвучно его душе как художника. Помимо посещения модного показа, Тэ-хён, как сообщается, также примет участие в эксклюзивной фотосессии с командой Серлин, а также в личных встречах с мировыми иконами моды и другими международными знаменитостями. Несмотря на свой плотный график, Тэ-хён всегда известен своим профессионализмом и самообладанием. Его уход на этот раз также имеет особое значение для поклонников. После завершения напряженного периода службы в армии Тэ-хён вернулся в мир развлечений с новой силой. Многие считают, что его появление на подиуме Серлин знаменует собой новую эру в его сольной карьере, главу, в которой он будет известен не только как вокалист BTS, но и как мировая икона, оказывающая сильное влияние на мир моды и изобразительного искусства. Тем временем международные СМИ начали освещать возвращение «The Sерлин Boy», прозвища, которое часто дают Тэ-хёну поклонники моды. Такие журналы, как Vogue France и GQ Korea, даже опубликовали статьи, посвященные его вневременному стилю и обаянию. Они видят в Тэ-хёне человека, который выходит за рамки музыки и моды, человека, который глубоко лично и творчески понимает эстетику.
И когда самолет, который должен был доставить его в Париж, готовился к взлету, атмосфера в аэропорту накалилась до предела. Поклонники махали руками, некоторые проливали слезы радости, в то время как другие кричали слова поддержки и любви. Тэхён еще раз оглянулся, поднял руку и мягко улыбнулся, прежде чем пройти на посадку. На мгновение послеполуденное солнце, пробивающееся сквозь окна аэропорта, отразило его образ молодого художника, который продолжает искать смысл красоты на каждом шагу своей жизни. Для многих этот отъезд был просто поездкой в Париж. Но для тех, кто знал и любил Тэхёна, он символизировал гораздо большее путешествие искусства, свободы и самовыражения. Париж ждал его не просто как почетного гостя, но как вдохновение, которое продолжит оставлять след в мировом мире моды и музыки. И когда Тэхён шагнул в закатное небо, мир понял: каждый отъезд — это история красоты, а каждое прибытие — незабываемый момент. Пока самолет Тэхёна летел по небу к Парижу, мир моды готовился приветствовать его, в то время как в Сеуле Чингук молча смотрел на экран своего телефона. Он видел фотографии отъезда Тэхёна, которые начали заполнять его ленту новостей. Тэхён в потрясающем костюме Срлин, уверенная походка и теплый взгляд, принадлежащий только ему. Для Чингука это зрелище было не просто новостью. Это был момент, вызвавший чувство гордости и тоски, которое было трудно объяснить. Годами они шли бок о бок, строя одни и те же мечты и встречая мир каждый своим путем. Теперь, наблюдая, как Тэхён идет в Париж для показа Срлин «Весна Сылдж лето 2026-го», Чингук знал, что его лучший друг вступает в новую главу, ту, где искусство и элегантность встречаются ощутимым образом. Но за успехом и вспышками камер что-то оставалось неизменным. Их неувядающая связь. В тот день, перед закатом, Чингук сидел в своей студии и наигрывал нежную мелодию на пианино. Ноты лились так естественно, словно были созданы только для одного человека. В тишине комнаты он тихо пробормотал: «Будь осторожен там, Тэ. Мир ждет, когда ты снова засияешь». Они были в разных местах, но под одним небом, связанные чем-то, что не измерить расстоянием, подлинным чувством доверия и близости. Когда на Париж опустилась ночь, и огни города мягко мерцали под Эйфелевой башней, Тэхён понял, что в Сеуле кто-то, кто всегда понимал его, смотрит в то же небо. И они были не просто двумя звездами, сияющими на одном небе. Они были двумя душами, которые срослись, толкая друг друга, понимая друг друга и освещая друг друга. В ту ночь Париж и Сеул соединились в невидимую линию. Линию под названием Тэгук, историю двух сердец, которые всегда находят друг друга, где бы они ни были.